Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике я расскажу вам про любопытный airdrop и интересный проект, который я нашел. Усаживайтесь поудобнее, в этом видео будет много интересного. Сразу хочу сказать, что airdrop закончится 31 января, а награды будут начислены 8 февраля, поэтому если вы включили этот видеоролик, но эти числа еще не настали, то никуда не спешите, досмотрите ролик до конца и узнайте вообще что к чему. За первое место предусмотрено 5 миллионов монет, далее на миллион меньше, и начиная с 11 по 100 место 900 тысяч монет. Чтобы было понятнее, 900 тысяч монет это примерно 13 долларов по текущему курсу, а 5 миллионов это 70 долларов. Считаю, что в данном airdropе победить очень легко, 2687 входов это практически ничто. Все дело в том, что за каждое действие дается по 15-30 очков, а где-то даже и больше. Поэтому все эти очки означают, что участников еще не так много, и хоть у нас еще впереди 2 месяца, airdrop крайне мало освещен. Лично я не нашел никакой информации о нем, и скорее всего первый, кто делает на него обзор. Сам проект появился слишком как-то тихо, не было ни громких анонсов, ни пресейлов, ничего. И как показывает практика, чем тише, тем круче. Именно такие проекты многие и ищут. Хотят купить токены первыми, но не находят. И узнают о них только тогда, когда уже что-то произошло. Так вот, ребята, еще ничего не произошло. Данный токен даже еще не добавлен на CoinMarketCap или на CoinGecko. Даже я его нашел совершенно случайно. С момента, как он появился, он уже показал рост на 7000%, но сейчас немножко откатился. И этот показатель составляет 5500%. И поскольку, судя по графику, цена растет, то награда в 13 долларов или максимально 70 может за 2 месяца увеличиться неизвестно на сколько раз. Поэтому, поскольку ничего не теряем, советую залетать. Обратите внимание, что airdrop будет состоять из 2 частей. В первой части достаточно выполнить задание и по желанию купить токены, чтобы увеличить шансы на победу. Так или иначе, если вы купили эти токены или выиграли, во втором airdropе будет учитываться просто их наличие, неважно их происхождение, даже может быть вам кто-то их перевел. И вот если у вас будут эти токены, то 8 февраля будет сделан снимок всех балансов, а 8 апреля будет начисление airdropа. Сколько монет и в каком количестве здесь, к сожалению, не указывается. Инструкция на сам airdrop будет в телеграм-канале, а ссылка на него будет в описании под видео. Перед тем, как выполнять все действия, обязательно прочтите все внимательно, потому что здесь есть очень важная заметка, и если вы ее проигнорируете, то можете лишить себя награды. Ну а как увеличить шансы на победу в этом airdropе и что вообще это за проект, я расскажу вам далее. Данный проект разрабатывает приложение, и оно в принципе уже почти готово, будет запущено в начале следующего года. Ключевая задумка в том, чтобы посетители не ломали голову, как найти место для того, чтобы покушать, и могли делать все это в одном месте. Точно там же, где рестораны смогут заявить о себе, показать свои промо-акции, загруженность ресторана и много чего интересного. На данный момент ресторанам очень сложно себя представлять. Они идут в соцсети, они себя там рекламируют, заявляют о каких-то промо-акциях, но согласитесь, если вы заходите в Instagram, листаете ленту, то вы зашли туда не для того, чтобы покушать. И может быть вас, конечно, зацепит какая-либо акция, но скорее всего это не так эффективно, как если вы действительно голоден и ищете прямо вот сейчас, здесь, по факту, где покушать. Данная задумка избавляет вас от беготни по разным сайтам, по всяким соцсетям, потому что все это будет в одном месте. Достали телефон, включили приложение и ищите то, что вам нужно. Например, вы хотите пиццу, пожалуйста, ищите среди пиццерий, и если, предположим, вы не на машине, пешком и не хотите никуда далеко идти, то можно поставить радиус поиска вокруг вас совершенно небольшим. И приложение показывает все то, что находится вблизи от вас. Более того, если вам вдруг нужен столик, может быть вы идете на свидание, ну или хотите прийти и чтобы все было готово, то нет никаких проблем. Все, что нужно, посмотреть загруженность ресторана, если ресторан отображает данную информацию, и заранее оплатив заказ, забронировать столик. После чего, когда вы придете, все будет готово и можно будет садиться сразу кушать. Давайте быстренько пробежимся по презентации проекта, которая здесь не очень большая. В общем, FoodPay это токен BEP20, развернутый на Binance Smart Chain. Токен используется для всех внутренних транзакций на мобильной торговой площадке FoodFind. И каждый держатель FoodPay получает 1% от всех транзакций токенами FoodPay. На самом деле получает он не 1%, а долю с этого 1%, которая распределяется среди всех тех, у кого есть токены FoodPay
FoodPay. Самое любопытное, что этот 1% будет появляться не только от оплаты заказов посетителей. Если ресторанам потребуется реклама, они тоже будут вынуждены пользоваться этим токеном, и эти транзакции также будут создавать 1%, который будет делиться между всеми теми, у кого есть токены FoodPay. А теперь просто представьте все это в масштабах. Предположим, что приложение стало очень популярным, и только представьте, сколько ресторанов, кафешек в вашем городе, и если у них не будет посетителей, а они будут создавать рекламные акции и платить токеном FoodPay, то вы будете просто на пассиве, как держатели токена, получать с этого процент. Ну это просто какая-то сказка. Далее говорится, что любая валюта, которая хочет быть указана в качестве платежа в приложении FoodFind, должна хранить валюту FoodPay. То есть это означает, что она должна будет купить сперва токены FoodPay, заморозить их на своем кошельке, и только после этого этот токен будет добавлен как новый вид платежа. Если токены FoodPay будут проданы, то этот метод платежа будет исключен навсегда. В приложении FoodFind будет встроенный кошелек для криптовалюты. Это будет позволять делать переводы мгновенно и без комиссий внутри кошелька, который будет находиться в экосистеме FoodFind. Но все это возможно будет только при одном условии. Тут написано, что пользователь должен будет иметь токен FoodPay. И если его не будет на аккаунте, то переводы без комиссии будут невозможны. Что такое FoodFind, в принципе, я вам уже рассказал. Единственное, что вот тут такая сносочка интересная о том, что никуда не нужно будет переходить, ни на какие другие сайты, все будет находиться в одном месте. Также здесь написано, что можно будет просматривать легко и быстро чужие отзывы, и сразу будут показываться топ-5 блюд, которые любят заказывать другие посетители. Снова информация, которую я вам уже говорил, то, что можно будет искать не только кафе, но и столики бронировать, оплата не только фиатом, но и криптовалютой, и вот здесь уже идет что-то новое. Можно будет подписаться на любимое заведение, ресторан, кафе, и оно тогда вам сможет присылать пуш-уведомления, то есть рассылку с рекламными акциями. Например, вы любите пиццу в определенном месте и подписались туда, и если там какая-то скидка, то вам приходит уведомление. Если вы туда не подписывались, то значит уведомления не будет. Пользоваться услугой общественного питания приложение FoodFind также будет позволять пользователю. Об этом говорится в 5 пункте, а если вам что-то непонятно, то можете перейти в чат проекта и задать этот вопрос разработчикам, они с удовольствием на все ответят и разъяснят. В 4 и 6 пункте в принципе все немножко похоже. Говорится о том, что пользователь сможет просматривать всякие различные промо-акции, скидки, доступные вокруг себя в тех или других ресторанах. Для владельцев заведений FoodFind позволит загружать фотографии, меню, цены, в общем всякие различные описания промо-акций и много чего интересного, что будет доступно из личного кабинета. Следующее это то, что можно будет принимать фиатом, криптовалютой, и то, что подписчикам можно будет доносить какую-либо информацию через платформу, то есть какая-то промо-акция, может быть важное событие, заметка, можно будет все это писать и подписчики смогут это все просматривать. Поскольку совершенно бесплатно каждый ресторан сможет взаимодействовать с приложением, он будет получать в свою очередь бесплатных посетителей. Это говорится в 10 пункте, а в 11 то, что можно будет еще себя рекламировать внутри платформы. Демо-приложение я вам показывал уже в начале ролика, поэтому идем дальше. Здесь вот, кстати, ключевой момент каждой транзакции. Помимо того, что 1% будет распределяться среди всех холдеров, держателей монеты FoodPay, нужно понимать, откуда этот 1% будет вообще появляться. Каждая транзакция будет нести за собой 3% комиссии. Тут все подробно описано. Вот то, что холдерам начисляется, вот то, что на маркетинг уходит, и то, что разработчики будут создавать ликвидность благодаря заработку с проекта. И это все будет происходить автоматически через функции смарт-контрактов. Общее предложение токенов составляет 100 миллиардов, но не пугайтесь данной цифре, половина из них будет служить буфером, который будет начислять проценты за каждую транзакцию, которая будет осуществляться внутри приложения. Еще 20 это то, что останется у разработчиков на развитие приложения или сопутствующие расходы. Более того, 50 миллиардов заблокированы на год, что означает, что в ближайший год при всем желании разработчики не смогут катастрофически обрушить курс монеты, даже если захотели бы, и это вызывает доверие. Более того, был пройден аудит на сайте AuditRate. Если сюда перейти, то можно поискать их. Давайте попробуем найти их. Переходим во вкладку аудит и пробуем их найти. Давайте в поиске наберем FoodFind. Не так давно он был, конечно, пройден, 12 ноября, но тем не менее он пройден. И здесь можно посмотреть все документы. Если вам это интересно, можете зайти, почитать. Все это доступно в интернете. А помимо всего прочего, будет еще также очень интересным образом реализована система мотивации писать отзывы. Если ты их пишешь, значит у тебя будет появляться дополнительная скидка. Очень приятно, согласитесь. Но если не пишешь, значит ее не будет. Больше ты от этого платить не будешь, но меньше тоже не получится. Нужно быть полезным для других. Сжигание монет никаким образом не планируется. Однако, если кто-то забудет доступ к своему кошельку, то эти монеты будут обречены. Более того, туда по-прежнему будет начисляться процент с каждых транзакций. То есть баланс будет увеличиваться, а монеты будут недоступны. Если сравнивать приложение с каким-либо другим, то почему-то на ум приходит сразу Booking. Они также предлагают ночлег, но у них нет
ни одной гостиницы. Также и здесь. Ресторанов нет, а покушать ты можешь, потому что другие заявляют о себе на этой площадке, а они являются лишь мостом. И все благодаря тому, что приложение позволяет бесплатно заявить о себе каждому заведению. И ты сам выбираешь, какие сегодня тебе услуги нужны, а какие нет. Вчера ты был в баре, а сегодня ты ищешь романтический ужин в приличном ресторане. И если вы до сих пор еще здесь, то давайте быстро взглянем на дорожную карту и перейдем к airdropу наконец-таки. Первая фаза выполнена, ожидается 300 холдеров, далее они хотят уже 600, агрессивный маркетинг обещают, листинг на CoinGecko, дальше что у нас, 2500 органических холдеров, ну а это все в теории понятно, и далее уже идет публикация в Google Play, App Store, CoinMarketCap и очень массивный маркетинг. Далее не сообщается пока, что здесь будет, и давайте посмотрим, как можно купить токены. Купить токены можно двумя способами. Первый — это через сайт. Здесь сперва нужно указать сумму, на которую хотите купить, например, $50, переходим на следующее меню и выбираем токен, которым хотим заплатить. Здесь нужно указать адрес кошелька, куда хотим получить токены, то есть адрес кошелька Binance Smart Chain, BSK. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы появились токены в вашем кошельке после того, как вам их пришлют, нужно использовать этот контракт, с помощью которого нужно добавить токен в кошелек. Более простой способ купить токены через кнопку Buy Food Pay. Нажимаем и попадаем на PancakeSwap. Здесь нужно подсоединить кошелек, несмотря на то, что уже выскочила табличка, предлагающая импортировать токен. Давайте ее просто пока закроем, нажмем Connect Wallet, выберем MetaMask и после того, как вы его подключили, нажимаем назад. Ну или снова переходим на эту страницу через сайт. Эта табличка означает то, что токена нет еще ни на CoinMarketCap, ни на CoinGecko. Но поскольку я более-менее изучил данный проект, я куплю этих токенов, но не на большую сумму. А вот за вас я решать не буду. Если хотите, покупайте. Если нет, то нет. Покупать намного не буду, максимум $50-100. Лично я покупаю по двум причинам. Токен еще мало известен, у него может все получиться и он вырастет в цене. Даже листинга еще толком нигде не было. А вторая причина — это то, что будет два airdropа. Второй airdrop будет начислен 8 апреля, а снимок баланса сделан 8 февраля. Второй airdrop будет предназначен только для тех, кто будет являться холдером. То есть, если вы выиграете токены или купите их, то не продавайте в случае, если хотите получить еще и второй airdrop. Наконец, соглашаюсь с условиями и нажимаю Import токен. Теперь открываем MetaMask, но токена здесь не появилось. Сверху копирую вот этот адрес и снова захожу в MetaMask. И нажимаю снизу Import Tokens. Вставляю адрес контракта. Здесь сразу же появляется символ токена, FoodPay и число десятичных знаков токена. Нажимаем Add Custom Token. Подтверждаем Import Tokens. Вот и все, токен добавлен. Но у меня очень маленькая сумма на счету, поэтому давайте перекинем немного денег с Binance. На Binance я хочу свои USDT поменять немножко на токен BNB. Перехожу в торговлю, нажимаю конвертация. Здесь у меня уже стоит USDT, выбираю токен BNB в качестве второй пары и выбираю сумму, которую хочу поменять. Пусть это будет $50. Предварительный просмотр и нажимаю конвертировать. Конвертация прошла успешно, теперь мне нужно отправить это на MetaMask. Захожу в MetaMask и копирую адрес. Наводим курсор на вкладку кошелек, далее Fiat и Spot и нажимаем кнопку вывод. Здесь нам нужно выбрать токен BNB. И в поле адрес вставляю тот адрес, который скопировал с MetaMask. Автоматически подставляется правильная сеть Binance Smart Chain BEP20. И отправляю все BNB, которые у меня есть. Нажимаю кнопку вывод. Подтверждаю. Нажимаю продолжить. Теперь нужно секретными кодами подтвердить перевод и нажимаем кнопку «Отправить». И теперь осталось дождаться перевода. На Binance я вижу, что перевод готов, поэтому перехожу в MetaMask и действительно токены уже на месте. Возвращаемся на PancakeSwap. Здесь уже вкладка с правильной парой токенов BNB на FoodPay. По условиям первого airdropа для увеличения шансов нужно иметь как минимум 2 миллиона токенов FoodPay. Ну вот сколько я могу купить максимально, давайте посмотрим. Я могу купить 3,8 миллиона. Ну давайте купим 3 миллиона. 3 миллиона токенов я куплю, так и быть, и пусть они будут. Нажимаем Swap и подписываем сделку. В MetaMask нужно также все это подтвердить, и транзакция успешна. Оповещение MetaMask, что все прошло хорошо. Открываем MetaMask, смотрим. На балансе у меня вот токены FoodPay. Также токены можно купить непосредственно из самого MetaMask. Вот, например, я нажимаю на токен FoodPay и далее затем на кнопку Swap. Здесь у меня FoodPay и мне нужно выбрать другую торговую пару. Например, выберем BNB. Меняем их местами и вписываем сумму BNB, которую готовы потратить на этот обмен. Допустим, куплю вот еще на $6. Здесь оповещение, что токен был добавлен вручную и что нам предлагает проверить его на BSScan. Жму продолжить и на кнопку Swap. Опять на кнопку Swap. Происходит обработка. Вот лисичкой можно помахать
бухать. Все, транзакция завершена, нажимаем кнопку закрыть. И теперь у меня токенов FoodPay 3 миллиона 264 тысячи. Возможно, кому-то будет купить проще через DEX Guru. Здесь просто нажимаем на кошелечек, открывается вот такая вкладка, выбираем MetaMask, подключаемся, нажимая кнопку далее, жмем еще раз подключиться и подтверждаем запрос на подпись. После чего покупаем токены через обычную свапалку. Вот у меня, например, 0.2 BNB, если я поставлю все, то он мне покажет, что я могу купить 77 тысяч FoodPay. Но мне уже ничего покупать не надо, потому что я все купил. Осталось выполнить задание и тем самым принять участие в airdropе. Давайте по порядку. Нужно вбить имя и нужно вбить почту. После чего нажимаете кнопку Enter Giveaway и выполняете все эти задания. Вот я, например, уже подписался на Twitter, у меня стоит галочка. Если нажать Retweet, то опять же нажимаем кнопку Retweet, перекидывает на Twitter. Все очень просто, эти задания выполнять очень легко, ребята. Берем, просто нажимаем кнопку Retweet, вот так ретвитнуть. Сделали, возвращаемся. Пишем свой никнейм и подтверждаем, что мы это сделали. Вот у меня уже 2 галочки. Таким образом, я набрал 55 очков, всего лишь сделав 2 действия. Выполнив все вот эти действия, количество очков у меня, естественно, увеличится. Дальше, ребята, смотрите, если вы будете приглашать своих друзей, то каждое приглашение будет стоить 15 очков. Но каждый приглашенный должен сделать как минимум несколько действий. Также обратите внимание, что здесь отображается 100 очков за то, что купил токены, а я их купил. Давайте посмотрим, проверим. Enter your wallet, вбиваю свой номер кошелька и подтверждаю. Все, галочка поставлена, очки начислены. Но, ребята, если вы токены не покупали, то не вбивайте сюда свой номер кошелька. В противном случае, если система выберет вас в качестве победителя, то разработчики, скорее всего, вас дисквалифицируют и награду вы не получите. Получит ее кто-то следующий, то есть другой. Так что не портите себе победу. Если купили токены, получите 100 очков. Если нет, то проще вам пригласить несколько друзей и заработать те же очков без жульничества. В общем, я думаю, предельно понятно, как выполнять эти все задания. Вы просили попонятнее все это объяснить, поподробнее показать. Я вам показал, но каждое действие, я думаю, что нету смысла показывать. Единственное, что просто переходите по ссылке, которая в описании под видео, и вы попадете вот на этот пост. Выполняйте все задания и желаю вам всем удачи. А если это видео тебе понравилось, то обязательно ставь лайк. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.